Добро пожаловать в Академию. Данный гайд посвящен мастеру фейерверков Юэмии. Мы расскажем о неочевидных механиках персонажа, об особенностях игрового процесса, синергиях с другими персонажами, о том, какой лук и артефакты экипировать, и, наконец, сделаем выводы о плюсах и минусах персонажа. Начнем с обзора способностей. Обычная атака Юэмия производит до 5 последовательных выстрелов. Суммарно будет выпущено 7 стрел. Элементальный навык преобразует стрелы, выпущенные обычной атакой, в пирострелы, а также увеличивает их урон. Кроме того, после разблокировки таланта «Трюки нарушителя порядка», попадания обычными атаками на короткое время увеличивают бонус пироурона Юэмии вплоть до 20%. Попадания обычными атаками во время действия навыка создают одну пирочастицу энергии не чаще одного раза в 2 секунды. Суммарно за время действия навыка генерируется 4-5 частиц. Самой эффективной комбинацией является полная последовательность обычных атак. Также есть возможность отменять анимацию после финального выстрела при помощи рывка, ну или двойным нажатием клавиши R на клавиатуре. У обычных атак Юэмии есть откат наложения статуса. Это означает, что лишь часть выстрелов способна вызвать реакции. В этом примере лишь 6 из 14 выстрелов Юэмии вызвали реакцию испарения. Заряженная атака Юэмии имеет разный эффект в зависимости от времени зарядки выстрела. При первом уровне заряда она выпускает стрелу, наносящую пироурон. При дальнейшем накоплении заряда создается до 3 зажигательных стрел, которые также наносят пироурон. Зажигательные стрелы автоматически ищут цель и могут нанести урон, даже если вы промахнетесь. На практике заряженные выстрелы в основном используются для разрушения элементальных щитов. Обратите внимание, что из-за отката наложения статусов нет необходимости заряжать все 3 зажигательные стрелы. Поэтому отпускайте заряженный выстрел сразу, как только создастся одна зажигательная стрела. На средней и дальней дистанциях вы можете вызвать вторую перегрузку и нанести ей дополнительный урон. Взрыв стихии Юэмии стоит 60 энергии и имеет откат 15 секунд. Он наносит урон по площади, помечая одного противника золотым сиянием. Каждые 2 секунды атаки любого члена отряда, кроме Юэмии, вызывают взрыв, наносящий урон в небольшом радиусе. Также персонажи могут вызывать срабатывание золотого сияния, будучи неактивными. При смерти цели, помеченной золотым сиянием, эффект и длительность передаются ближайшему противнику. Радиус, в пределах которого золотое сияние может перейти к другому противнику, примерно равен радиусу гидроауры у этого мага бездны. Как и обычные атаки, взрыв стихии Юэмии имеет откат наложения статуса. Взрывы золотого сияния, как правило, вызывают реакции через раз. Урон взрывов рассчитывается по характеристикам Юэмии в момент самого взрыва. Например, если мы дадим ей бонус к силе атаки способностью эпоса о драконоборцах после использования взрыва стихий, то урон последующих взрывов золотого сияния увеличится. После разблокировки таланта «Летняя заря» использование взрыва стихий увеличивает силу атаки всех членов отряда, кроме Юэмии, на 15 секунд. Бонус зависит от количества уровней складывания пассивного таланта «Трюки нарушителя порядка». Игровой процесс Юэмии сосредоточен на использовании обычных атак, что говорит о ней как о главном ДД. Хотя из описания взрыва стихий может показаться, что она персонаж поддержки, но это совершенно не так, если вы собираетесь полностью раскрыть ее потенциал. Как правило, Юэмия начинает бой со взрыва стихий. Затем другие члены команды, получив бонус 10% к силе атаки, используют все свои навыки.
После этого Юэмия активирует элементальный навык и атакует в течение 10 секунд, накапливая энергию. В завершение ротации Юэмия использует взрыв стихий, на этот раз с повышенным бонусом к силе атаки для остальных членов команды. Мы используем взрыв стихий в самом начале, чтобы сразу дать бонус к силе атаки всей команде, а также чтобы как можно раньше начать накапливать энергию для следующей ротации. Однако не всегда Юэмии может хватить энергии для второго взрыва стихий. При необходимости собирайте элементальные частицы, вызванные атаками других персонажей. Например, это понадобится при использовании набора артефактов «Воспоминания Симынавы». Сможет ли она это сделать, сильно зависит от команды. В крайнем случае, используйте взрыв стихии Юэмии только в конце ротации. При использовании лука прототип «Полумесяц» делайте быстрый прицельный выстрел в слабое место противника перед взрывом стихий и элементальным навыком. Аннигиляторная пушка! Что касается заряженной атаки, то Юэмия редко ею пользуется. Ее можно использовать, пока элементальный навык Юэмии в откате. Это полезно, например, в кооперативном режиме игры и против элементальных щитов. При вылазках в бездну следует избегать врагов, против которых Юэмия бессильна. К ним в первую очередь относятся маги цицинов, так как их надоедливые насекомые сбивают автоприцеливание. Также неудобными соперниками являются пироагенты Фатуи, так как автоприцеливание не работает на невидимые цели. Перейдем к обсуждению связок героев. У всех пиро-персонажей есть тайная любовь к симпатичному мальчику по имени Син Цю, и Юэмия не является исключением. Как правило, первая, третья и пятая атаки вызывают реакцию испарения. Это составляет около 54% урона обычных атак Юэмии. В результате суммарный урон увеличивается на 25%. Следует заметить, что если вы прервете серию атак рывком, то ритм реакции может сбиться. В результате самая сильная атака Юэмии, пятая, не вызовет реакцию, из-за чего суммарный урон снизится. В чем по-настоящему хороша Юэмия, так это в создании фейерверков. В этом ей поможет принцесса осуждения Фишль. Фишка заключается в том, что ос наносит урон молнии после каждой вызванной Юэмией перегрузки, а также обновляет статус Электро на противнике. Благодаря этому Юэмия может устроить настоящий фейерверк перегрузок, жонглируя врагами в воздухе. В бездне урон от падения может достигать больших значений. Перегрузки могут вытолкнуть врага за пределы дальности стрельбы Юэмии, поэтому сокращайте дистанцию с помощью рывков. Пока на фоне играет геймплейное видео Юэмии на 12 этаже бездны, давайте коротко обсудим других персонажей, с которыми она может хорошо сочетаться. Бэйдоу и Фишль — лучшие подруги, а в команде с Юэмией капитанша решает проблему отсутствия урона по площади. Юэмия обеспечивает частое срабатывание взрыва стихий Бэйдоу благодаря высокой скорости стрельбы. Электропутешественник обеспечит использование взрыва стихии по откату, когда Юэмия экипирована набором артефактов «Воспоминания Симынавы». Против больших групп мелких врагов перегрузка может быть неэффективна. В этом случае отличной идеей будет взять анемо-персонажей, которые сгруппируют противников для взрыва стихии Юэмии. Нашей лучнице не требуется выполнение сложных комбинаций, поэтому можно сосредоточиться на уклонении. Однако лучше использовать персонажей с щитами, так как мы не хотим прерывать полную комбинацию обычных атак. Это особенно важно при игре с Син Цю. Беннет по-прежнему хорош, но Юэмии сложно стоять в пределах его круга. То же самое касается Сян Лин. Юэмия постоянно отходит назад во время серии обычных атак, из-за чего взрыв стихии Сян Лин не дотягивается до противников.
Любые персонажи, урон которых сосредоточен в коротких промежутках времени, прямо как и у самой Юэмии, могут работать с ней в паре. Напоследок обратите внимание на эпос о драконоборцах. Его способность отлично сочетается со стилем игры Юэмии, поэтому хорошей идеей будет использовать персонажа с данным катализатором в руках. Теперь давайте поговорим об экипировке Юэмии. Выбирайте оружие, исходя из таблицы на экране. Громовой пульс вне конкуренции. Следом за ним идут небесное крыло, лук Амоса и ржавый с возвышениями. Крафтовый прототип Полумесяц имеет крайне сильную способность, но требует сноровки и подходит не всем игрокам. Рогатка – самый дешевый и эффективный вариант. Хамаюми – отличная альтернатива для игры в мире, где вы можете позволить себе не тратить энергию. В бездне же его способность не будет работать на полную, но лук может быть хорош на возвышениях. Среди наборов артефактов наилучший вариант — это воспоминания Симынавы. Способность отлично сочетается со стилем игры Юэмии и подчеркивает ее лучшие стороны. Что касается прокачки талантов, то обычная атака имеет наивысший приоритет. Характеристики элементального навыка растут медленно, поэтому прокачивать его выше 6 уровня следует только после того, как обычная атака достигнет 9 уровня. Юэмия прекрасно показывает себя без созвездий, но если вы хотите сделать фейерверки ярче, то рекомендуем остановиться на 2 созвездии или идти прямиком до 6. Подведем итоги. Юэмия не слабый персонаж. Ее урон сравним с другими, однако как самостоятельная боевая единица она уступает таким персонажам, как Хутао и Сянлин. Лишь малая часть атак Юэмии может вызвать реакции, из-за чего ее потенциал ограничен, и даже без реакции ее урон не впечатляет. Выгодно отличает Юэмию от остальных две вещи: удобство в использовании и командный бонус к силе атаки. Благодаря ее дальности стрельбы и высокой скорости атаки она чаще и надежнее вызывает срабатывание способностей других персонажей, таких как Бэйдоу, Фишель и Синцю. А командный бонус к силе атаки делает их еще сильнее. Плюсом Юэмии можно отнести: за нее несложно играть, она усиливает популярных саб-ДД персонажей, широкий выбор оружия. Лучший для Юэмии набор артефактов, воспоминания Симынавы, находится в том же подземелье, что и набор эмблема рассеченной судьбы, который используется многими персонажами. Что касается минусов, то она уступает в уроне многим другим топовым персонажам, наносит урон преимущественно по одной цели, автоприцеливание может иногда раздражать, и команд, где Юэмия лучше других персонажей, довольно мало, и в целом она может быть заменена другими. Спасибо, что досмотрели гайд до конца. Надеюсь, что вы узнали что-то новое. Подписывайтесь на наш YouTube канал, а также группу ВКонтакте, где вы сможете найти множество гайдов по игре. До скорых встреч!